Итак, гороскоп, финансовый гороскоп на неделю. 28 апреля, 4 мая. Это очень серьезно, это вам не шутки. Деньги. Чувствуете, знаки, какие сейчас вас денежки будут привлекать. Ну-ка, узнаем же, узнаем. Итак, для начала общий для всех. Астрологи рекомендуют максимально сосредоточиться на работе. Только в таком случае удастся добиться желаемого результата. Возможно, есть период, когда можно не сосредотачиваться на работе и получится добиться желаемого результата. Возможно, есть реально, типа вам говорят, астрологи рекомендуют не сосредотачиваться на работе, не выкладывайтесь. Только так вы добьетесь желаемого результата. Очень удивлюсь, если такое существует. Итак, первый у нас на очереди Овен. Неделя благоприятна для финансовых начинаний профессионального свойства. Можно начинать работу над проектом, к которому представители знака, то есть овны, уже давно не могут подступиться. То есть вот где-то есть овны, все не могут подступиться к проекту какому-то, вот эта неделя ваша. Вот где-то овны должны собраться все и заняться вот этим перспективным финансовым овенским проектом. Тельцы. Успех, в том числе финансовый, ждет тех, кто не боится кропотливой работы, которая многим может показаться нудной, но выхода не будет. Не закончив эти дела, не получится приступить к реализации новых проектов. Вы когда одно не закончите, другое не начнете, только на этой неделе. В другой неделе у вас все получится. Можете не заканчивать, бросайте, пожалуйста, с 5 апреля. Бросайте, начинайте другое, нормально будет все. До 4 бросать нельзя. Не приступите к новой работе, к реализации новых проектов. Почему? Потому что место занято овнами на этой неделе, понимаете? Там овны собрались, новые свои перспективные начинания, то есть новые проекты делать. Вы тельцы на очереди. Все. Близнецы. Неделя благоприятна для разговора с начальством на финансовые темы. Возможно, благоприятно начальству, знаете, оно такое, мы тебе понижаем зарплату. Если начальник близнец, то как тогда? То у него наоборот благоприятно, он такой, типа, понижаем зарплату тебе. Оно будет готово пойти навстречу и удовлетворить просьбу о заслуженном представителями знака повышении заработной платы. Именно близнецы заслуживают повышения заработной платы почему-то у гороскопщиков. Учитывая, что это финансовый гороскоп, видимо, вы кому-то окажете помощь, и вам сразу вернется, возможно, денег предложат. Знаете, ну вы там бабушку через дорогу переведете, а она такая, типа, вот, квартиру на тебя перепишу, ты единственный, кто отозвался. Лев. Секрет профессионального, а как следствие и финансового успеха будет в это время состоять в том, чтобы работать над одной наиболее важной задачей, а не распыляться на несколько дел одновременно. Ну, то есть, если, например, вы работаете на работе, Лев, ну, вы работник торгового зала в магазине, просто такой разнорабочий в супермаркете получается. Надо и крупу разложить, и пол подмести, и охранника подменить, и на кассе посидеть. И вот это все вы такие, я сегодня только, эту неделю только на одной задаче. Только стою в проходе. Все. Ну, иначе дело не будет, зарплаты не дождетесь. Понятно? Пользуйтесь. Дева. Неделя идеально подходит для начала любых прибыльных проектов. Все. Вы видите прибыльный проект? Начали его сразу. Только на этой неделе. Недельный прибыльный проект, видимо. Не больше. Чуть больше недели, все, хрен знает. Эти гороскопщики, они дальше не отвечают 4 апреля. То есть 4 апреля должны получить прибыль. Это не 50-летний проект. Но особую удачу вам сулят те проекты, которые связаны с творчеством. Креативный подход будет полезен даже тем, кто занимается сугубо техническими делами. То есть работаете вы, не знаю, там, крутит гайки. Просто рабочий, крутит гайки. Денег, например, не планируется. Дешевая работа. Ну, мало ли что, задержки по зарплате. Добавили творчество, нарисовали что-то, фломастерами разрисовали эту гаечку, хоп, пришел, увидел это начальник, бабосов навалил. Ну, немножко творчества. На работе кто поет из дев, тем зарплату будет платить. Те, кто молча насупились и крутят свои там гаечки, молоточками что-то забивают, пилят дровишки, тем, извините. Под музычку, под танчики, да, денежка идет. Пожалуйста. Весы. Ребят, простите, не самое удачное время для получения прибыли, говорят. Даже если речь идет о зарплате. Не получаете зарплату, видимо. Возможны разного рода задержки
И для таких случаев всегда надо иметь финансовую подушку безопасности. Странно как-то это, если честно, но говорят, не рассчитывайте. Возможно, сейчас это полезно начальникам весов тоже. Они в отдел кадров такие, что там у весов, да? Зарплата на этой неделе. Можете не платить, они к этому готовы. Ничего страшного. Там близнецы прочитают как раз сейчас и такие, о, нормально. Скорпион. Время неблагоприятно для воплощения в жизнь любых финансовых сделок. Даже незначительные сделки. Если вы от них откажетесь, удастся избежать досадных ошибок. Вот что нам говорят. Что такое вопрос незначительные сделки? Не знаю. Оплатить проезд в транспорте – это сделка, но вы же деньги отдаете, вас везут. Сделка. Может, не довезут. Может, не откроют дверь на остановке. Не знаю. Чревато потерей денег. Когда картохи покупаете, могут обвесить. Очень осторожно. Незначительные финансовые сделки, бартером. Хотите картоху? Отдали за нее морковку. Такое движение должно быть, понимаете? Услуга за услугу. Зашли в транспорт такие, можно я не деньгами с тобой за проезд рассчитаюсь, вот тебе яблоко. Или там, я могу тебя подстричь. Как-то так. Скорпионы, давайте. Стрельцы. Важно внимательно читать любые документы, под которыми придется поставить визу. Подпись. Я не знаю, вряд ли визу. Это для стрельцов, работающих в визовом центре. Особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом. Там может обнаружиться неприемлемое условие. Но это только на этой неделе. Так обычно можно забить вообще, если гороскоп. Можете вообще не глядя, подписали. Либо, кстати, вот интересно, если со скорпионами ты такой договор составляешь, что получается неприемлемые условия, они про себя напишут случайно, правильно? И себе в минус работают. Тогда можно не читать, если ты такой, типа, на встрече. А кто по знаку зодиака? Они такие, скорпион, такой, понятно, нормально, прибыльное будет дело у нас. Козерог. С деньгами важно обходиться максимально осторожно. Не стоит тратиться на приобретение вещей, без которых вполне можно обойтись. Это позволит закрыть дыры, через которые утекает значительная часть бюджета. Вопрос. Что там, у всех козерогов вопрос какой-то финансовый с дырами? Что, не все в кредитах висят? Я не понимаю. Откуда они это взяли вообще? Козерог, ты там кредитку закрыть пошел, где есть статистика по банкам, типа, все должники козероги, что ли? Или только на этой неделе можно не тратить. На другой неделе, если они будут ненужные вещи покупать, все сходится вообще, ребят. Фу, ты что? Вообще, это не считается, дыр финансовых не будет. Водолей. Любые траты нынешней недели нужно тщательно контролировать. Мне это что-то напоминает. Лучше всего нужно составить подробный план необходимых покупок, отказавшись от тех, которые вполне могут подождать. Ребята, это же козероги, только с другой стороны. Там, похоже, семья. Козерог водолею. Может, кто-то в своей семье пишет, там, козерог, дочка, водолей, ее муж. А они хотят какое-то барахло купить, типа, а батя гороскопщик или мама. И такая тебе пишет, нельзя ничего тратить, пожалуйста. Плохо будет. Рыбы. Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости. Однако, осуществлять сделку необходимо только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки. Ах, тоже, ты смотри, на этой неделе все всем тщательно надо делать. На импровизацию рассчитывать не приходится. Потому что, у рыб проблема с импровизацией? Или что, я не понимаю. Почему? Почему не сказано, что импровизация вам не поможет? Импровизация сделает только хуже. А они говорят, импровизацию рассчитывать не приходится. Как будто рыбы, ребята, импровизация это не ваша. Вы там это проработаете тщательно, скрупулезно для сделки с недвижимостью. Это вот скорпионы могут на импровизацию порассчитывать со стрельцами. Те не читают шрифт мелкий, те могут, да. Они там могут что-то типа квартиру купить импровизированно. Хоп, прибежали, что-то заплатили, сарай купили. Такая импровизация. А вы, рыбы, не такие ребята. Вам надо тщательно. Или это на этой неделе у всех рыб дела с недвижимостью. Интересно. Овны там новый проект у них где-то. Все рыбы за недвижимостью подъехали. Козероги в кредитах висят. Нужные вещи покупает водолей. Все стрельцы там что-то у них мелкий шрифт читать надо на этой неделе. Возможно, они все у окулистов с нижними строчками. Так что, ребят, всем нормальных доходов на этой неделе. Давайте не морочьте себе голову и берегите себя.